Друзья, привет! Это Brickstar, канал с обзорами дорогих и крутых наборов лего, лучших в мире. Сегодня Косой переулок. Эксклюзив по Гарри Поттеру. 5544 детали, друзья, набор большой. 36 тысяч рублей, да, набор дорогой. Смотрите ролик внимательно. В нем целых 4 здания, мы подряд на все их посмотрим. Естественно, мы их совместим, и я вам скажу, что мне понравилось больше. Эксклюзивный Хогвартс или эксклюзивный Косой переулок. Погнали! Инструкции, их здесь 4. Похожая тема была в Колизее. Но здесь, на мой взгляд, еще логичнее с этим поступили, потому что 4 здания и из-за этого 4 инструкции. Первое, мы видим, что у нас пока одно здание. Потом, по мере других инструкций, просмотра их, мы будем видеть, что появляются другие домики, они подсвечены, как раз те, которые мы будем собирать. Ну и плюс, ребят, смотрите, естественно, будет короткая справочка. Будет короткая справочка про то, что мы с вами собираем. Первый дом. Здесь совмещена лавка Оливандера и лавка письменных принадлежностей. Для начала вы здесь увидели уже, наверное, 2 фигурки. Гермиону. У нее, кстати, 2 эмоции, базовая ее версия. Нормально. Тут все еще герои дети. Ну, дети, которые должны быть детьми, потому что Оливандер уже не ребенок. Вот это следующая фигурка. Фигурка Оливандера, она классная. Классная, но принта на ногах мне немножко не хватило. Здесь я обращаю ваше внимание на специальную коробочку для волшебной палочки. Здесь их будет несколько, и они безумно прикольные. То есть на самом деле в них вмещается волшебная палочка, и это похоже на то, что было в фильме. Есть дорогая продукция сувенирная по Гарри Поттеру, где там палочки по $100. Вот у меня 2 есть, там Бузинная и Гарри Поттера. И там тоже они были в специальных таких коробочках. Классная тема, когда-то я интересовался, ну там лет 7, наверное, назад. Ну так фигурка, да, мы отвлеклись, хорошая. Возвращаемся к самому зданию, видим, что здесь брусчатка, Косой переулок, мы это помним, что такое, это самая волшебная улица Лондона. Здесь, к сожалению, в наборе нет банка Гринготс. Это, к сожалению, я надеюсь, что-то еще Лего выпустит по этой теме, потому что это самое красивое, на мой взгляд, здание было в Косом переулке. Ребят, вкину вам информацию эксклюзивную. Выйдет в сентябре набор по Гарри Поттеру за 23 тысячи рублей. От 20-ки это точно эксклюзивы. И я вам скажу, что, возможно, это как раз будет другая часть там Косого переулка, тот же банк Гринготс. Почему нет? Набор большой, набор позволит сделать красивое детализированное здание. Ну, либо это будет что-то другое. В любом случае, теперь вы знаете, будет набор за 23 тысячи. Мы начнем с лавки Оливандера. Набор обклеен наклейками, я не вижу смысла рассказывать вам про каждую, я скажу так, их очень много, прям очень много. Ну, это как в Ниндзяго садах, там тоже было дофига наклеек, обзор есть на этом канале. Дальше. Очень прикольно, мне понравилось, как сделаны слева и справа выступающие окна. Похожая схема была в наборе зоомагазина с Creator Expert. Да, кстати, вдруг кто захочет узнать, до Creator Expert этим домиком все-таки довольно далеко. То есть экспертовские они все равно наряднее, детализированнее и так далее. Здесь есть совы. Сов здесь сразу 3. 2 на лавке Оливандера, а правая это букля, которая летит с газетой принтованной с помощью прозрачной детали. Магазин письменных принадлежностей. Здесь уже прослеживается немножко синей цветовой гаммы. Тоже выступает окно, только там полукруг, здесь уже прямая форма. Плюс есть подсвечник. Ну и также, я вам забыл сказать, посмотрите наверх слева, как странно, необычно сделана труба. Можете посмотреть пока на вывеске, а также я вам скажу по поводу того, как совмещать эти здания. Вы можете делать улицу, допустим, присоединив дома сюда, сбоку. Либо же я переворачиваю дом, сразу 2, и вы видите еще здесь слева-справа крепление. То есть мы можем соединить 2 дома между собой, создав один. Об этом мы поговорим потом. Пока заглядываем в лавку Оливандера и смотрите, оп, лестница отъехала. Мы можем сделать это еще раз. За лестницей много коробочек с волшебными палочками. Сразу же говорю, справа похожая схема, но только если разобраться, тут только одна коробочка с палочкой, которую можно достать. В целом это же просто нагромождение деталей. И выглядит это нагромождение деталей очень здорово, на мой взгляд. Мне прям понравилось. Есть прилавок с кассой. Тут Оливандер, собственно, будет стоять. Ну а слева, если присмотритесь, увидите, что вдали на полочках у нас тоже есть коробки с волшебными палочками. Поднимаемся на 2-й этаж. Лестница есть, можно доставать с помощью нее палки с верхних полок. Так, тут есть кресло вращающееся.
Прикольный столик. Видите, как будто открыт шкафчик, ящик. На нем, кстати, волшебная палочка. Ну и справа тоже большой-большой стеллаж с волшебными палочками. Можем что-то достать отсюда? Конечно, можем. Блин, вот это мне, кстати, понравилось. Это, ну, прям здорово. Так, друзья, мы с вами теперь попадаем в магазин письменных принадлежностей. Смотрим, он не такой большой. Есть перья, есть чернила. Столик в центре. Также здесь свиток. Он как будто у нас, видите, стоит в витрине. А витрину мы никак не откроем. Хочу вам сказать минус каждого из зданий из этого комплекта. Не снимаются вторые этажи. Ребят, я на самом деле почему-то совсем забыл об этом. Но в отличие от модульников, они не снимаются. То есть ни крыша, ни этаж. Оно все стационарно. Теперь давайте поднимемся на вторую лестницу. Тут уже, конечно, не продумали. Разве что у Оливандера брать и вот такую историю делать. Ну, смотрите, поднялись. Из интересного череп, как в Ниндзяго, только без принтов. Прикольная деталь. Также тумба, диванчик с наклейкой, коврик. И что у нас слева? Слева камин. Маленькое помещение, но герой здесь может вполне нормально разместиться. Следующее здание. Здесь расположился магазин, все для квиддича и также газета «Ежедневный пророк». Здание это, ну, я бы сказал такое, да, конечно, более эффектное. Цвет понравится, мне кажется, меньшему количеству людей, он прям розовый. Сразу давайте с этой части мы с вами и начнем. Я вам скажу, что мне очень нравится, что окна здесь слегка выпуклые. И у нас эта часть немножко, она наклонена вперед, кверху. Это смотрится прикольно, и ну, мне на самом деле такой ход зашел. Здесь и, ну, золотой вот этот шар для квиддича. Кто знает название, пишите, его нужно было там поймать. Ну, это из Гарри Поттера тема такая важная. Деталька, кстати, крутая. Справа как раз газета. Ну, здесь вход, это у нас совсем небольшое такое будет помещение. Тут, конечно, дверь с наклейкой Daily Prophet. Ежедневный пророк тоже наклейка. И, обращаю внимание, вывеска тоже ежедневный пророк. И есть также вывеска «Все для квиддича». Написано «Квиддич». Само здание, что еще я отмечу. Мне нравится, что где-то краска слегка слезла, и это все умело показано. Коричневым, карамельным и бежевым цветами. Наверху есть чердак, здесь 4 принтованных детали, между прочим. Также есть серая труба. Справа также принтованные детальки, мальчик, который выжил, тут их много, и это, ну, как бы новый выпуск этой газеты. Давайте посмотрим на фигурку. Это фотограф ежедневного пророка. Что классного у него? Ну, вот эта прическа с шапкой, это я помню еще по «Ведьме» из серии мини-фигурок про монстров. Только там цветовая гамма отличалась. Фотоаппарат. Принт спереди, принт сзади. У него 2 эмоции. Классно, что эта деталь вернулась от «Ведьмы». Она на самом деле классная. Такая прям фэнтезийная и, ну, здоровская. Давайте посмотрим теперь на магазин для квиддича. Фигурка Рона. 2 эмоции. Ну, он здесь, видимо, стоит, что-то выбирает. Что он может выбирать? Здесь метла, может, как раз тот нимбус, которая типа крутой считалась, возможно, это она. Напишите, если знаете точно. Плюс униформа для квиддича. По факту это детальки 2 на 2. Но со стороны кажется, возможно, это на самом деле сложенная форма. Слева наконечники для метел, как я понимаю. И также, смотрите, форма игрока в квиддич. У нас это манекен. То есть это плюс еще одна фигурка на самом деле. На 2-м этаже у нас еще метлы волшебные. Еще манекен в форме для квиддича. Коврик. Справа сундук. Давайте заглянем. Еще плюс мячики и наконечник для метлы. Если не наконечник, поправьте, но на самом деле похоже на приспособление, которое улучшает метлу. Ну и также, смотрите, справа опять же большой стеллаж с якобы еще формой для квиддича. Ну и посмотрите на чердак. Теперь тут есть крыса, сыр, какие-то коробочки, плюс опять принтованные детали «Мальчик, который выжил». Знаете, как я вам хочу показать? Вот мы сейчас посмотрим на здание ежедневного пророка внутри. Я не знаю, я не помню, на самом деле, фильм я смотрел давно, но тут внутри на самом деле такое чувство, что-то заброшка какая-то. У нас паук, высокое помещение, 2-й свет, и тут ящик с газетами. Вот он. В чем прикол? На самом деле тут одна принтованная деталь, но создается ощущение, что у нас очень много деталек этих газет. Такая вот обманка зрения.
Ну или обманка, чтобы не делать принтованные детальки. В целом же мне понравился магазин для квиддича, не считая того, что на первом этаже я бы хотел видеть, ну, чуть большую проработку. И опять же вопрос, ну, это понятно, магия, Гарри Поттер, тут лестниц не надо, они как-то, видимо, сами туда волшебным путем на второй этаж попадут. Ну и вот еще наклейка. Посмотрите, Have you seen this wizard? Кто это? Сириус Блэк? Возможно, Сириус Блэк. Третий дом. Здесь совмещение у нас кафе-мороженое Флориана Фортескью, а также Флориш и Блотс. Начнем мы, как всегда, мини-фигурки. Здесь Флориан Фортескью или Фортескью, кто знает точно, напишите в комментариях. А вообще не суть, так как, насколько я помню, ну как прочитал в интернете, в 96-м году витрина кафе, как и многие другие лавки в Косом переулке, была заколочена досками. Значит, ее уже в будущем нет. Мороженое у него есть, естественно. Принт спереди, принт сзади нормальные. Две эмоции. На ногах, как обычно, тут ничего не принтуют. И у трех следующих фигурок, ну этих двух понятно, Гарри Поттер и Джинни Уизли, у них, то что ноги прям совсем короткие. Ну да, тут две эмоции. Кстати, здесь книжка, она пойдет автограф, видимо, брать. Так, здесь наклейка, кстати, на ней. Ну да, принта жалко пожалели. Тут у Гарри Поттера две эмоции, вторая, кстати, зачетная. Ну и фигурка Молли Уизли. Вот здесь огорчился я, принт могли легко сделать какой-то и было бы лучше. А так прям фигурка Молли Уизли совсем простая. Возвращаемся к зданиям. Слева кафе-мороженое. Выглядит как типичный домик из какого-то Сан-Ремо, вот эта часть Италии. Там как раз подобная история у моря. А вот Флориш Блотс это красивый английский элегантный стиль. Очень интересно, мне нравится. Ну и давайте пройдемся по каким-то интересным элементам. Вот здесь, например, классно сделан карниз. Чередование бежевого оливкового цвета. Дальше мне нравится такая вот, я, ну не знаю, вывеска это не назвать, но вот такая заманиловка. Здесь стол и два стула. Прикольно смотрится. Ну, сразу показывают, что это кафе. Также мне нравится, как сделана черепица. Вроде просто, а очень даже аккуратно. Флориш Блотс, здесь вывеска. Вот эти вот головы, дракон, не знаю, но то, что здесь черные эфесы из ниндзяго, это здорово. Мне не нравится в этом цвете очень. Спустимся вниз, увидим различного характера. Ну, там книжки, какие-то блокноты, наверное, аксессуары слева-справа. И плюс здесь, где уже снова кафе-мороженое, стол и два стула. Пробежались, друзья. Давайте теперь заглянем внутрь. Так, заходим. Давайте сначала кафе-мороженое заценим. Помещение небольшое, но тут у них, видимо, проснулась у дизайнера такая вот история, что мы делаем набор за 36 тысяч рублей. Надо наконец-то заняться полом. Здесь же он хороший, почему в других помещениях пол, ну, ужасен. Он никакой, это просто деталь, которую должны чем-то, ну, накрывать, детализировать, коврики и так далее. Это все должно быть. Здесь все аккуратно. Сама витрина красивая, очень. И мне также прилавок понравился, тоже классный. Ну, справа вот наклейка, где показано, что могут приготовить. Пиво дают, да? Black Beer. Ну да. Еще и пиво наливают. Охренительное кафе-мороженое. Второй этаж. Небольшая комнатка Флориана Фортескью. Вопрос, как он туда попадет, актуален, если что. Ну а так, здесь вращающееся оранжевое кресло, столик и справа вот такой нормальный такой торшер, да. Дальше заглядываем в Флориш и Блотс. Это, кстати, самый известный книжный магазин в Косом переулке. Он существует с 1654 года. Основан он волшебниками Флоришем и Блотсом. Понятно, что следует из названия. Здесь первый этаж. Такие, смотрите, прикольные книжки, которые, ну, как будто каким-то чудом держатся друг на друге. Очень прикольно. Плюс мне нравится стеллаж. Прям зачетный. Много здесь книжек. Уже ничего не достать. Так, книжки упали. Уже ничего не достать, но все равно здорово. На первом этаже мне также нравится колонна. Ну и также на витрине есть наклейка с книгой Локонса, видимо. Давайте заглянем на второй этаж. Спускается лестница. Лестница потом может подниматься. Здесь вернулись к концепции того, что как-то все-таки подниматься нужно. И здесь Златопуст Локонс, известный писатель, который также преподавал, насколько я помню, защиту от темных искусств же, да? Но в начале фильма он вот преподавал, он такой забавный, прикольный чувак.
У него вот автографы брали, а так он, ну, как волшебник, конечно, странноватый. Так, что по нему сказать? Плащ, с одной стороны, такого прикольного лавандового цвета, с другой желтого. Здорово. Две эмоции. Вторая отображает его во время урока. На самом деле очень хорошо. Также у него его книжка в руке. Одна из таких самых, мне кажется, ключевых уникальных фигурок в этом комплекте. В Хогвартс вполне может тоже зайти. Ну и на втором этаже название магазина, наклеечка. И также здесь можно почитать. Вот этот принт, он был в наборах с классами Хогвартса. Все 4 показал на канале Warlord и объединил. Смотрите, слева опять похожая концепция, но книжек меньше, как была на первом этаже. И еще один стеллаж, но тоже уже поменьше. Здесь также еще хочу одну конструкцию отметить. В принципе, ее можно и внутри держать, и снаружи. Это столик, на котором можно что-то писать, либо вот автографы ставить. Допустим, герой вот этот встает, Златопуст Локонс, тут и подписывает свои книжки. Великолепные. Итак, 4-е здание, финальное, самое большое, это всевозможные волшебные вредилки. Магазин, принадлежавший братьям-близнецам Уизли, открыли они его в начале 1996 года. Был он в фильме, я даже что-то тоже запомнил. Ну, смотрите, друзья, мы начинаем, как обычно, с фигурок. Насколько я помню, Люциуса еще не было в новых наборах по Гарри Поттеру. Поправьте, если не прав, но вроде не было. Теперь есть. У него есть принт на ногах, правда, взят он от Палпатина и Дарта Вейдера. Но, друзья, у него он хотя бы есть. И он здесь, если я не ошибаюсь, единственный с принтом на ногах, можно его с этим поздравить. У героя одна эмоция. Подождите, это не лицо клона. Возможно, это даже лицо клона. Тогда можно его уже не поздравлять, потому что ему не повезло. Так, дальше. Драко Малфой. Принц спереди, принц сзади. Он здесь молодой совсем. У него две эмоции. Справа. Владельцы магазина. Братья Уизли. Что по ним сказать? Они уже встречались, но здесь они в нарядных костюмах. Там они были в серии мини-фигурок, ну, несколько, на мой взгляд, хуже одеты. Отличаются они жилетками. Здесь оливковый цвет, здесь оранжевый. У обоих одинаковый принт сзади и две эмоции. Кстати, герои, ну, понятно, немножко друг от друга эмоциями отличаются. Еще раз на всякий случай проверил, ну да, прически у них одинаковые. Ну что, погнали смотреть на здание. Я обращаю ваше внимание, что здесь наибольшее количество оранжевых окон в Лего вообще. Что здесь мне понравилось? Все вот эти выпуклые окна мне нравятся. Это опять же, я говорил уже, что в зоомагазине такая тема была. Второстепенный такой не акцентный цвет, но его здесь даже больше, лавандовый. Очень мало лавандовых зданий в Лего, цвет люблю, он красивый, и здесь он сочетается с оранжевым, супер. Оранжевый такой кислинку добавляет, лавандовый все это дело несколько разбавляет. Тут большая фигура. Обращаю внимание, это да, он был там в оригинале, тоже он возвышался, вот эта фигура стояла внутри. И если вы присмотритесь, то вы увидите, что здесь есть ноги. Поднимаемся на второй этаж, уже видим торс с руками, руки на шарнирах. И также голову с шляпой. Одного, видимо, из братьев Уизли. Круто! Я скажу, что круто. Ну и также здесь, кстати, сверху выделяется техник-деталь, чтобы можно было, ну, поднимать шляпу. Функционал простой, но таким образом попытались передать то, что было в фильме. И здесь также есть выход, видимо, в Тихий переулок. Это так называется, тоже улица из Гарри Поттера. Здорово. Но тут нет уже никакого здания, это просто плоская история. Тут ничего нет. Зато есть внутри. Здесь два входа. Первый и второй с другой стороны. Я также, кстати, забыл вам сказать, что все здесь обклеено наклейками с какими-то цитатами, название магазина, братья Уизли, что-то там все это вот пишут и так далее. Здесь также отмечу такую постройку, которую можно как внутри использовать, так и снаружи. Это духи волшебные. Забавно выглядят, да? Давайте теперь, друзья, заглядываем, смотрим на магазин. Здесь 3 этажа. Первый. Во-первых, здесь прикольно, мне понравилось, как показали вот этот стенд, который был большим. То есть там, я помню, в Гарри Поттере эти высокие стенды. Очень много различного рода мелких, ярких деталей, потому что, ну, этот магазин, кто смотрел фильм, тот поймет, там прям все пестрило. Ну, даже вот я вам скажу, посмотрите на лестницу, на поручни в лестнице. Тоже, опять же, чередование ярких цветов. Оранжевый, малиновый. Лестница, кстати, ап-ап, вот это вот все наклеечки.
Под лестницей есть, ну, опять же, какие-то коробочки. Смотрим, поднялись мы по лестнице, тут затруднен доступ. Это минус набора. Поэтому смотрим как-то вот аккуратненько, заглядываем, видите, тоже большой высокий стеллаж. Там вдали еще чередование мелких разных деталей. Друзья, как можно посмотреть на 3-й этаж? Как сюда вот залезть? Ну только так. Надо просто брать и снимать. И внутри мы увидим тоже несколько витрин, где продаются какие-то волшебные штучки. Моя любимая деталь в наборе, без преувеличения. Посмотрите. Я не помню, встречалось ли раньше такое в Лего. Это какой-то минерал, и мы видим его в разрезе. Может, аметист какой-то, я не знаю, но выглядит, честно, друзья, красиво. Сейчас мы будем совмещать здания. А попутно посмотрите, как сбоку выглядят наклейки от магазина братьев Уизли. Смотрите, можно соединять набор несколькими способами. Давайте продемонстрирую вам первый. Мы совмещаем здания. Вот эти два. Те два тоже можно также совместить. Тогда мы получаем вот такую картину. Обращаю внимание, насколько хорошо соединяются домики. То есть и по высоте подходит, по всему остальному. Но мне, честно, по душе больше пришелся другой способ. Для него уже мне понадобятся все 4 дома. Мы поставим все так, чтобы создать полноценную улицу. Смотрите. 2 домика с каждой стороны как будто смотрят друг на друга. Мы получаем реально полноценную улицу. Уже и центральная часть с брусчаткой смотрится. И, насколько я помню, в фильме на самом деле это подобным образом и выглядело. А так вот, друзья, смотрите, мы можем раскрыть это и получим большую игровую локацию. Также внутри набора была еще одна маленькая коробочка, из которой мы собирали вот такую прикольную композицию с большой принтованной деталью, где есть цитата Хагрида. Тут есть и фигурка Хагрида, а помимо него версия Гарри Поттера, эксклюзивная в повседневной одежде. С 2 эмоциями. Эмоции, кстати, если не ошибаюсь, такие же, да, как у другой фигурки Гарри Поттера из этого комплекта. Ну так прикольно, на полку можно поставить рядом с Косым переулком. Ну и еще один способ, который указан как главный, на мой взгляд, самый неудобный в плане экспозиции этого комплекта. Он больше 100 сантиметров в длину. Посмотрите, он может выстраиваться в линию. Набор вы увидели, друзья. Мне, честно вам скажу, Хогвартс понравился больше. То есть в плане того, как я набор собрал, увидел, впечатлений там было больше. Ну и, конечно, на полке, мне кажется, Хогвартс смотрелся бы интереснее и лучше. Да, тема прикольная. 4 здания, набор играбельный. Но здесь как с Кантиной Мусесли, на мой взгляд. То есть, несмотря на большую цену, это в большей степени игровой набор. Пишите, что думаете о нем вы в комментариях, поддерживайте канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока!